Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить очень популярный торт «Монастырская изба». Но сегодня моя изба будет без выпечки. Будем готовить ее с печеньем савойярди, с очень вкусным кремом пломбир и вишнями. Торт получается большой, красивый. Его хватит для большой компании. И, конечно, его очень здорово приготовить в летнее время, когда совсем не хочется включать духовку. Это просто, быстро и вкусно. Десерт получается такой нежный. Посмотрите, как печенье пропиталось. Здесь потрясающий вкусный крем-пломбир, вишни. Это невероятно вкусно. Сначала приготовим крем, и для этого мне понадобится 350 мл жирных сливок, жирность не менее чем 33%, 500 мл молока, 200 граммов сахара, 60 граммов кукурузного крахмала. Я использую именно кукурузный крахмал. С ним крем получится более нежный и шелковистый, но, конечно, можно использовать и картофельный крахмал. 2 яйца. Я использую яйца крупного размера. 100 граммов сливочного масла, щепотка соли, и также в крем буду добавлять экстракт ванили 2 чайные ложки. В первую очередь поставлю кипятиться молоко. В отдельной миске смешаю сахар, соль и крахмал. Перемешиваю. Добавляю в смесь яйца и хорошо размешиваю до однородности. Когда вы используете для крема много крахмала и сахара, лучше их перемешать сразу и затем добавлять яйца. Тогда масса соединится без комочков, очень легко и просто. Молоко уже закипело. И теперь часть молока я вливаю в яйца с сахаром и крахмалом при постоянном помешивании. Остальную часть молока возвращаю на плиту. И вливаю сюда обратно яйца с молоком. И теперь при постоянном помешивании варю мой заварной крем до того момента, как он загустеет и закипит. Очень важный момент. Крем надо все время хорошо, интенсивно размешивать, чтобы он не пригорел. Крем очень быстро начинает густеть. На поверхности уже появились пузыри. Крем закипел, и я его выключаю. Крем я уже сняла с плиты, но посмотрите, он еще как будто продолжает кипеть. Поэтому еще продолжаю его размешивать. Сразу же в горячий крем добавляю сливочное масло и 2 чайные ложки экстракта ванили. И перемешиваю. Крем я переливаю в миску, чтобы он быстрее остывал, так как заварная основа должна хорошо остыть, прежде чем ее соединять со сливками. Закрываю миску пищевой пленкой, причем пленку опускаю прямо поверх крема, чтобы не образовывалась корочка. Оставляю крем на столе, чтобы он остыл до комнатной температуры, а затем поставлю в холодильник, чтобы основа была холодной. Когда заварная основа полностью остыла, она у меня даже стояла в холодильнике, и сейчас она абсолютно холодная, можно продолжать делать крем дальше. Будем взбивать сливки. Чтобы сливки хорошо взбивались, они обязательно должны быть холодными, из холодильника и жирными. Жирность не менее чем 33%. Я хорошо взбила сливки до таких средних пиков, не слишком плотных. Сейчас миксером я немного перемешаю заварной крем. Теперь он охотнее будет перемешиваться со сливками. В несколько приемов добавляю заварной крем в сливки. Перемешиваю. Я это делаю за 3 раза. И изумительно вкусный и нежный крем-пломбир или крем-дипломат у меня уже готов. Готовый крем я перекладываю в кулинарный мешок. Крем получился такой вкусный, что я его готова есть даже просто так.
Торт мы сегодня готовим с печеньем савоярди. Также мне понадобится вишня. Я буду использовать замороженную вишню. Я ее заранее достала из морозилки и выложила в сито, чтобы стекла лишняя влага. Вишни у меня был пакет весом 1 килограмм. После разморозки у меня получилось 850 граммов вишни. Также мне понадобится молоко, в которое будем окунать печенье. Можем приступать к формированию торта. Тарелку я слегка промажу кремом, просто чтобы печенье не скользило по ней. Печенье быстро окунаю в молоко, стряхиваю и выкладываю на тарелку. Начинаю формировать избушку. Слишком плотно печенье я не выкладываю друг к другу. Можно оставлять небольшое расстояние. В один ряд я выкладываю 6 штук печенья. Сейчас сверху я все промазываю кремом. Между печеньями я выкладываю вишню. После того, как выложили ряды вишни, снова берем печенье, окунаем его в молоко и устанавливаем вот таким образом. Пропускаем один ряд вишни и снова устанавливаем. Теперь печенье выкладываю сверху на вишни. И снова все хорошо промазываю кремом. Теперь начинаем как бы сужать избушку. В первом ярусе у нас получилось 5 рядов вишни, в следующем ярусе 4 ряда вишни. И теперь снова домиком выкладываем печенье. Если вы хотите, чтобы торт был поменьше, выкладывайте нижний ярус из меньшего количества печенья. И таким образом я формирую всю избушку, постепенно сужаю ее кверху. И сейчас я уже формирую последний ряд. Всю избушку сверху я промазываю кремом. Я использовала весь крем. Посмотрите, какой торт получился, такой достаточно большой. Сейчас отправляем его в холодильник часа на 4, а лучше всего на ночь, чтобы он хорошо пропитался. Торт я достала из холодильника. Благодаря тому, что он там стоял всю ночь, можно сказать, что бревна хорошо уплотнились. Избушка стала такая плотненькая, очень именно классная. Все соединилось вместе. Сейчас надо торт украсить и также срезать боковинки, чтобы было видно именно вот этот срез. Теперь сверху можно присыпать либо шоколадом, либо орехами. У меня здесь измельченные грецкие орехи. Орехи я предварительно обжарила. Конечно, я сейчас попробую. Печенье такое нежное, мягкое. Торт получился невероятно вкусный. Здесь очень нежное, пропитанное печенье савоярди. Именно с этим кремом замечательным, пломбир и кислинка вишни. Сочетание великолепное. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. Тем более, что это так просто. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изякук «Позитивная кухня». Всем пока!